Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, перед вами ведьмина бутыль. Защита питомцев. Почему называют ведьмина бутыль? Потому что ведьмы первые начали создавать такие защитные бутыли. Изначально они были из глины, самый более распространенный материал. Потом появились железные, потом стеклянные бутыли. И они были как защитные, так и денежные, всякие, одним словом. Но поскольку заговор, заговоренная энергия закрывалась в бутыле вместе с определенными ингредиентами, и поэтому она, собственно, и начала носить название ведьмина бутыль, поскольку, еще раз говорю, первыми ведьмы начали закрывать, запечатывать, консервировать энергию заговора в таких маленьких сосудах. Ну, они могли быть из стекла, из чего угодно. Сегодня мы с вами сделаем ведьмину бутыль «Защита для питомцев». Для каждого из нас, если мы действительно любим животных, эти маленькие создания, они являются нашими маленькими, младшими детьми. Они живут с нами всю свою жизнь. Для них мы есть весь мир. Для них мы и родители, и вожаки их стаи, и те, которые их кормят, они всецело зависят от нас. И наши питомцы становятся похожи на нас. Они перенимают наши повадки, наш характер. И во многом можно определить душу человека, насколько он человечный, насколько он добрый, насколько он достойный, именно по тем критериям, если человек любит животных. Если мужчина любит животных, он очень добрый. Невзирая на все плюсы, минусы, у каждого человека они есть, но мужчина, который не любит животных, который мучает животных, выкидывает там котят на улицу, или дети принесли, швырнул через ворота. Этот человек жестокий. Он будет жестокий и со своими домочадцами, и со своими друзьями, и вообще с окружающим. Первое, то есть самое главное определяющее характера человека, доброго человека, это любовь к животным. Они дают нам энергию, они нас защищают, они становятся нашими хранителями в какой-то миг нашей жизни, в какой-то момент нашей жизни. Они принимают на себя удары судьбы, удары энергетические, направленные на нас. Они за нас уходят, за нас отдают жизнь. Поэтому, если мы берем питомцев, естественно, мы несем за них ответственность. Мы можем их ругать, можем наказывать, если они ведут себя нехорошо, как капризные дети. Это нормально. Мы, как родители, их учим, как правильно себя вести. Но пропажа питомцев, какие-то катастрофы, аварии, где страдают они, да, могут попасть под машину, всякое бывает. Ранняя смерть, болезнь, она очень сильно нас задевает, потому что эти создания живут с нами целую жизнь, свою жизнь. Они просто наши, это часть нашей жизни. И нам хочется, чтобы наши питомцы были здоровые, чтобы они были ухоженные, радостные, счастливые создания. И если уж время приходит им уходить, потому что они, к сожалению, живут недолго, их век недолгий, но если уж приходит их время уходить, чтобы до этого времени они жили счастливо, сытно, не болели. Одним словом, мы обязаны дать им хорошую жизнь. Если мы взяли ответственность за этих созданий, мы обязаны их кормить, лечить,
ухаживать за ними. Если есть собаки, которым нужна стрижка, обязательно возить. Мы должны это делать. Иначе мы можем быть наказаны за то, что мы не облегчаем их жизнь, их страдания. Так вот, если у вас есть питомцы, вы понимаете, о чем я говорю, вы знаете, насколько больно с ними расставаться, и как потом тяжело решиться взять нового питомца. Очень тяжело. Никогда невозможно заменить их кем-то. Человек пытается облегчить свои страдания, например, взяв вместо умершей собаки такой же породы щенка, считая, что, может быть, это утешит, но потом понимает, что не получается заменить. Знаете, вот любовь создать искусственно не получается. Да, он точно так же ухаживает, жалеет этого щенка, не обижает, но есть такие судьбоносные встречи у нас с этими созданиями. Вот есть такие питомцы в нашей жизни. У нас может быть 10 собак, у нас может много кошек, но кто-то из них был особенный. Особенный такой, как настоящий друг. И этот особенный именно тот, который с нами прошел самые такие тяжелые годы. Он становится для нас как часть нас, нашей души, наш друг. И когда этот особенный питомец уходит, это причиняет нам ужасную боль и пустоту. И вот сделать так, чтобы наши питомцы как можно дольше жили, не болели, были защищены, это в наших силах. Помимо лечения, помимо ухода за ними, еще и просьба к силам, чтобы силы магии защитили наших питомцев. Я сегодня научу вас делать ведьмину бутыль «Защита питомцев». Подойдет ли эта защита для скота, которые потом, естественно, мы их используем в еду? Нет, для них есть другая защита, и я их выставляла когда дарила вам серию заговоров и ритуалов. Вообще я очень много подарила. И для садоводов, и для крестьян, на ладное хозяйство, да, я много подарила, и там целая серия таких заговоров, которые помогут вам, чтобы ваш скот был под защитой, чтобы они не болели, чтобы очень много давали приплода, были здоровы, чтобы воры, то есть не добрались до них и так далее. Это немножко другое. Это не любимые животные, это имущество. Это имущество, это капитал. Это разные вещи. Итак, ведьмина бутыль. Значит, неважно, вот ваши кошки, собаки гуляют, выходят или дома сидят. В любом случае вы можете провести эту защиту. Потом эту бутыль надо будет хранить дома. Что здесь находится, сейчас я вам перечислю. Значит, первое. Это шерсть. Вот здесь я сегодня сделаю защиту для котов. Если у вас есть коты и собаки, отдельно нужно делать для котов, отдельно для собак. Одно и то же читается, но отдельно. Шерсть. Вот здесь шерсть, значит, рыжика и гиси. Вот я их срезала чуть-чуть, пока они спали. А то они такие у нас капризные коты. Далее. Это полынь, трава, который вы знаете, что это отгоняет злых духов, да, ну, в поверье в древней, ну, смотря какой злой дух, не каждого злого духа изгонишь, но изначально вот эти вот более примитивные, самые такие низменные злые энергии, они изгонялись, вот, уходили, то есть сбегали от запаха полыни, от дыма при окуривании травы. Далее, значит, полынь, шерсть этих животных. Но если у вас краткошерстная, ну, расчешите так, чтобы хоть немного шерсти можно было с них взять. Из дома или кусочек обоев, или кусочек
ну, не знаю, кафеля, может, у вас есть там разбитый где-нибудь кафель, или кусочек стены. Но еще можно взять, например, вот я вот взяла вот здесь такая вот как ленточка, то есть, ой, не совсем ленточка, я даже не знаю, как это назвать. Все, улетела. Нитка. Ну, нить такая вот из различных таких материалов. То есть это взято из подушки. Вот оттуда я чуть-чуть срезала, вытащила и положила сюда. Что-то, какая-нибудь привязка к дому. Понимаете, о чем я говорю? Вот их шерсть – это отгоняющие злые силы и какая-нибудь привязка к дому. Что-нибудь из вашего дома, какую-то часть вашего дома. Мизерная, маленькая. Вот из подушки там, или кусочек там ткани, срезанный из старого какого-то чехла, который дома находится, который не выкинутый, не выкинете в ближайшее время. А сверху посыпана земля. Если у вас квартира, возьмите эту землю возле вашего дома. Ну, внизу, возле здания, естественно. И начитайте, чтобы, если ваши питомцы дома находятся, или если вы выходите с ними гулять, в любом случае, чтобы эта привязка была к дому, чтобы они всегда приходили домой, чтобы вы всегда с ними вернулись домой. Итак, шерсть, полынь, вот пару таких, немного травы, значит, какой-нибудь материал из дома, это как привязка, сверху сыпите землей. Держите вот так, чтобы ваш заговор, можно сказать, как дыхание касалось вот этой вот бутылки. Она маленькая, такая удобная. Продаются в магазинах, так, знаете, виски, коньяк, вот таких маленьких бутылках. Можно их взять для этого дела. Ну, можно и побольше брать, если никто не видит, в любом случае. Ну, чтобы было аккуратно. Читайте 6 раз, закрывайте и прячьте где-нибудь дома. Я буду называть их имена. Клички не хочется, прозвища. Если вы читаете, естественно, для себя, вы называете их именно. Причем можете делать на хомяка, не знаю, что у вас там есть, кролика, может быть, кто-то дома держит еще какое-то диковинное животное. Итак, читаем. Защищаю и заговариваю своих котов, Гисю и Рыжика от опасности, от кражи, от пропажи, от лихого человека, от огня и воды, от катастрофы, от болезни, от зверя, от всякого зла, быть им в сохранности, живыми и здоровыми. Привязываю их к дому, всегда и отовсюду им домой возвратиться. Да будет так. Ключ, замок, язык. Истинно заклято. Еще раз. Защищаю и заговариваю своих котов, Гисю и Рыжика, от опасности, от кражи, от пропажи, от лихого человека, от огня и воды, от катастрофы, от болезни, от зверя, от всякого зла, быть им в сохранности, живыми и здоровыми. Привязываю их к дому, всегда и отовсюду им домой возвратиться. Да будет так. Ключ, замок, язык. Истинно, заклято. Защищаю и заговариваю своих котов, Гисю и Рыжика, от опасности, от кражи, от пропажи, от лихого человека, от огня и воды, от катастрофы, от болезни, от зверя, от всякого зла, быть им в сохранности, живыми и здоровыми. Привязываю их к дому, всегда и отовсюду им домой возвратиться. Да будет так. Ключ, замок, язык. Истинно, заклято. Защищаю и заговариваю своих котов, Гисю и Рыжика, от опасности, от кражи, от пропажи, от лихого человека, от огня и воды, от катастрофы, от болезни, от зверя, от всякого зла, быть им в сохранности, живыми и здоровыми. Привязываю их к дому, всегда и отовсюду им домой возвратиться. Да будет так. Ключ, замок, язык. Истинно. Еще 2 раза, по-моему. Защищаю и заговариваю своих котов, Гисю и Рыжика, от опасности, от кражи, от пропажи, от лихого человека, от огня и воды, от катастрофы, от болезни, от зверя, от всякого зла,
быть им в сохранности, живыми и здоровыми. Привязываю их к дому всегда и отовсюду им домой возвратиться. Да будет так, ключ, замок, язык. Истинно, заклято. Защищаю, заговариваю своих котов. Гисю и Рыжика от опасности, от кражи, от пропажи, от лихого человека, от огня и воды, от катастрофы, от болезни, от зверя, от всякого зла. Быть им в сохранности, живыми и здоровыми. Привязываю их к дому всегда и отовсюду им домой возвратиться. Да будет так, ключ, замок, язык. Истинно, заклято. После этих слов надо закрыть. Просто закрывайте. Можете где-нибудь там спрятать, положить куда. И можете просто в шкафу так вот поставить, и пусть будет. Если он потеряется или что-то с ним случится, значит, просто повторяйте это все. Просто потеряет силу. Ничего такого страшного не случится, но силу потеряет уже этот заговор. Нужно будет делать заново. Проводите, и вы можете спокойно спать, зная, что ваши коты, где бы ни ходили, где бы ни шлялись, все равно придут домой. Что с вашими собаками не случится никаких страшных происшествий. Конечно, при этом не забывайте следить за их здоровьем и всякие там капли капать, чтобы от клещей и прочее это нужно делать. Но в любом случае вы можете быть уверены, что у них все будет хорошо. И даже если будет какая-то опасность, вы это вовремя увидите, и их жизни это угрожать не будет. Всем удачи и вашим питомцам в том числе. Всем удачи!